Президент Ильхам Алиев провел экстренное заседание Совета безопасности Азербайджана после атаки беспилотников на территорию Нахичеванской автономной республики и сделал жесткое заявление в адрес Ирана. По его словам, произошедшее является необоснованным террористическим актом против Азербайджана, и иранская сторона должна дать официальные объяснения, принести извинения и привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил, что Баку не намерен мириться с произошедшим. Он подчеркнул, что рассматривает атаку как очередной случай враждебных действий против Азербайджана и азербайджанцев, отметив, что подобные инциденты уже происходили ранее. По словам Алиева, страна будет реагировать на любые угрозы и не позволит испытывать свою силу. Президент подчеркнул, что Азербайджан не участвует и не будет участвовать в каких-либо операциях против Ирана, поскольку подобная политика противоречит подходу Баку к отношениям с соседними государствами. Несмотря на это, по его словам, удар был нанесен по территории Нахичевани, что в Баку рассматривают как подлый и вероломный акт. По его словам, заместитель министра иностранных дел Ирана обратился к Баку с просьбой помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства из Ливана, поскольку у иранской стороны не было необходимых возможностей. Он сообщил, что подразделение Министерства обороны Азербайджана, Государственная пограничная служба Азербайджана и силы специального назначения получили приказ быть готовыми к проведению любых операций. Президент также предупредил, что любая враждебная сила, выступающая против Азербайджана, столкнется с ответом, который он вновь охарактеризовал как «железный кулак». По его словам, те, кто ранее пытался испытать мощь страны, уже сталкивались с подобным ответом, и нынешний инцидент может привести к аналогичным последствиям. Алиев отдельно отметил, что Азербайджан ранее проявлял добрую волю по отношению к Ирану. Азербайджанские власти также объявили о дипломатических шагах. Иранский посол был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему вручили официальную ноту протеста. По данным Министерства обороны Азербайджана, в сторону Нахичевани были направлены 4 беспилотника. Один из них был сбит, а остальные направлялись в сторону гражданской инфраструктуры. Среди возможных целей назывались здания Нахичеванский международный аэропорт, терминал и объекты гражданской инфраструктуры. Один из беспилотников, как утверждается, был нацелен на здание средней школы во время учебных занятий, однако не достиг цели, упал рядом со школой и взорвался. В Баку заявили, что ожидают от иранской стороны прекращения отрицания произошедшего, официальных извинений и наказания виновных. Тем временем в Тегеране отвергли обвинения. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Иран не наносит ударов по соседним государствам и считает необходимым провести тщательное расследование инцидента. По его словам, в рамках текущих военных операций целями могут становиться только те страны, которые предоставляют свою территорию для размещения военных баз противников Ирана. В Министерство иностранных дел Ирана также заявили, что при нанесении ударов по американским объектам в регионе иранская сторона старается проявлять максимальную осторожность, чтобы избежать ущерба гражданскому населению. Инцидент вокруг Нахичевана стал одним из наиболее серьезных эпизодов напряженности на Южном Кавказе за последнее время. По оценкам наблюдателей, он может свидетельствовать о том, что противостояние между Ираном и его противниками, включая США и Израиль, начинает выходить за пределы Ближнего Востока и затрагивать сопредельные регионы. Отметим, что русскоязычный официальный канал «Корпус стражей Исламской революции» сначала опубликовал сообщение, которое затем было удалено, после чего появилось его более мягкое изложение, а позже публикация была полностью удалена. Ниже приведен текст с мягкой формулировкой. «Иран передал тебе послание, и в ответ ты ничего не сможешь сделать. Если не хочешь пережить то, что пережили Катар и Объединенные Арабские Эмираты, убери из своей страны иностранное военное влияние
имея в виду США и Израиль. Иначе наказание будет тяжелым. Это было предупреждение для тебя. После мученической гибели аятоллы Али Хаминеи мы не признаем никаких красных линий, отмечается в сообщении КСИР. Стоит отметить, что данное сообщение было опубликовано повторно. Первая версия поста, как отметила наша команда Reg News, носила гораздо более эмоциональный характер. Текст был написан в резком обвинительном и оскорбительном тоне, предположительно на фоне первых реакций и всплеска эмоций. Спустя некоторое время и вторая публикация также была удалена. Отметим, что по некоторым данным вооруженные силы Азербайджана начали стягивать тяжелую артиллерию к границе с Ираном. На опубликованных кадрах видны 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Дана». При этом следует отметить, что данная информация требует проверки. Официального подтверждения этим кадрам пока нет, и неизвестно, являются ли они свежими. Сообщается, что Баку выдвинул требования к Ирану после атаки на Нахичевань. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Баку ожидает от Ирана извинений в связи с атакой, предоставления разъяснений по итогам расследования в кратчайшие сроки, а также принятия необходимых мер для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Байрамов подчеркнул, что атаки на территорию Азербайджана противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе. Со своей стороны иранский министр выразил обеспокоенность в связи с атаками беспилотников на территорию Нахичевана, отметив, что иранская сторона и вооруженные силы начали расследование инцидента. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим гражданским лицам. Отметим, что Азербайджан закрывает на 12 часов воздушное пространство на юге страны после инцидента с БПЛА. Кроме того, на государственной границе Азербайджана и Ирана временно полностью приостановлено движение грузовых автомобилей, сообщили в офисе премьер-министра Азербайджана. На фоне эскалации на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе эксперты отмечают возможную воздушную изоляцию региона. Фактически единственным относительно безопасным маршрутом для транзитных полетов остается воздушное пространство Грузии. В условиях ударов по инфраструктуре в соседних регионах именно грузинский авиакоридор используется авиаперевозчиками как основной маршрут между Европой, Кавказом и частью Ближнего Востока. Ситуация особенно заметна в Армении. Воздушное пространство страны почти полностью занято рейсами, конечным пунктом которых является Ереван, а транзитный трафик сократился. Отметим, что Генштаб Вооруженных сил Ирана также отверг обвинения и предположил, что атака могла быть провокацией под чужим флагом с целью возложить ответственность на Тегеран. По другим сообщениям, иранский Генштаб утверждает, что за этим актом стоит Израиль. Международное сообщество осудило нападение. Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд назвал удары неприемлемыми, ЭИПАК выразил поддержку Баку, а Турция подтвердила свою поддержку Азербайджану. С критикой выступили также Израиль и Молдова. В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту атаки на гражданскую инфраструктуру Нахичевана. Генпрокуратура проводит техническое исследование происхождения дронов и маршрутов их управления, обещая всестороннее расследование и привлечение виновных к ответственности. На этом фоне атака стала новым фактором напряженности, способным повлиять на политическую ситуацию и безопасность транспортных и авиационных маршрутов на Южном Кавказе. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые свежие и важные новости мира и Южного Кавказа.